Салют, друзья! Вы готовы к новому горячему, любовному и приятному фильму? Тогда вперед! Название этого фильма будет в описании к видео. Главной героиней фильма является Гильда Бессе, дочь французского аристократа и американской светской львицы, но рассказчиком выступает ирландец Гай Мейлон. В 1924 году в Париже юная Гильда приходит к гадалке и просит погадать ей. Гадалка сначала говорит, что ничего не увидела, но потом признается, что увидела 34-й год жизни Гильды. Именно столько она проживет. В 1933 году Гильда живет в Англии, где знакомится с Гаем, студентом из Кембриджа. Позже они становятся любовниками, но затем расстаются, когда мать Гильды умирает, и она решает покинуть Англию. Несколько лет спустя Гай, окончивший Кембридж и работающий теперь учителем в женской школе, видит ее в качестве статистики в голливудском фильме, а вскоре после этого случайно получает от нее письмо с приглашением навестить ее в Париже, где она работает фотографом. Позже Гай узнает, что Гильда живет с испанской студенткой и медсестрой и по совместительству работающей для Гильды моделью Мией, и имеет любовника, которого она быстро бросает, когда Гай переезжает к ней. После троица наслаждается своим необычным устройством жизни, но когда Гай делает Гильде предложение и говорит, чтобы она родила ему ребенка, Гильда отказывается. В этот момент мировые события начинают влиять на их жизнь. Гай является сторонником республиканской Испании, поэтому когда в 1936 году в ней начинается гражданская война, он отправляется туда, а вместе с ним уезжает Мия в качестве полевой медсестры. Гильда, однако, довольно аполитична и безуспешно умоляет обоих игнорировать эту войну, опасаясь за их жизни. В январе 1938 года Гай случайно пересекается с Мией в одной из дислокаций его отряда. Ночью она приходит к нему в отряд, и они обсуждают Гильду. Они оба пишут ей письма, но она принципиально не отвечает на них, будучи расстроенной их отъездом. Мия говорит, что Гильда наверняка все же ответит Гаю взаимностью, когда обстановка нормализуется. На следующее утро Мия погибает, когда карета скорой помощи с ней внутри подрывается на фугасной бомбе. Через несколько месяцев, в июле 1938 года, Гай возвращается в Париж, когда становится понятно, что республиканцам не выиграть эту войну. Он приходит к Гильде, но та его игнорирует, косвенно обвиняя его в гибели Мии. Проходит 6 лет. Гай работает шпионом с подпольем в оккупированном Париже под эгидой британской разведки. Он узнает, что Гильда стала любовницей нацистского майора Франца Биттриха и навещает ее в их старой квартире, где они вдвоем занимаются страстной любовью. На следующее утро она говорит ему, что их роман окончен, и они больше никогда не увидятся. В этот момент приближается день высадки союзников в Нормандии, и Гай с головой погружается в работу. Однажды он приходит в кафе, чтобы встретиться с агентом, но вместо этого к нему подходит Гильда, которая подслушала телефонный разговор Франца, из которого выяснила, что Гай раскрыт и на него готовят западню. И она решает помочь ему сбежать. В ту ночь он и его сообщники разрушают железнодорожную станцию, но только Гаю удается ускользнуть от немецких солдат. Через какое-то время Гай возвращается в Лондон, где обнаруживает, что за несколько лет до этого Гильда начала сотрудничать с сопротивлением, для чего и крутила романы с эсэсовцами, а Гаю ничего не сказала ради его же безопасности. Когда оккупация Парижа подходит к концу, он понимает, что местные жители, которые долгое время считали Гильду сочувствующей нацистам и предательницей, будут ей мстить. Ему удается добраться до ее квартиры, но слишком поздно. Биттриха убили, а Гильду арестовали и позже казнили. Причем она даже не пыталась никак оправдаться. Этот фильм заканчивается тем, что Гай в разгромленной квартире Гильды читает написанное ею ему последнее письмо, в котором она окончательно признается ему в любви. Друзья, как вам этот фильм? По мне так это добрая и приятная драма. Что вы скажете, какие у вас мысли? Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Если вы досмотрели до этого момента, то мне кажется, вам понравятся эти видео. Я желаю вам хорошего дня и до скорой встречи.